перейдем к Будапешту, у меня есть еще очень классная история из Румынии. Мы ехали из Болгарии в Румынию на машину и остановились в городе Тимиашора называется. И, в общем, утром мы решили, что быстренько покушаем, выпьем кофе, возьмем круассан красивый с лососем и поедем в Будапешт. Но в итоге это было воскресенье, и мы попали просто на ярмарку, потому что запах стоял на весь город такой, что вообще было очень сложно оторваться и пройти мимо. В итоге мы попали на эту европейскую ярмарку, взяли себе шашлыков, колбасок, квашеной капусты. Всего этого наелись с утра пораньше. Если бы нам не за руль садиться, мы бы там еще и пиво выпили, и полинки местные. Ну, в общем, хорошо бы провели время. Но нужно было ехать, поэтому было как-то так. Но классно. Что ж, друзья, мы в Будапеште доехали. Сегодня, наконец-то, выходной, можно погулять. Я уже здесь неделю. Мы проводили время, но в основном работали. По вечерам только выбирались в бары. Сегодня мне повезло, сегодня солнечная погода, но достаточно ветрено. Но все равно классно походить, погулять, посмотреть город, несмотря на такой холодный ветер. Сегодня у меня в планах на день обходить все главные места в Будапеште и показать их вам, попробовать местную кухню, а также зайти в знаменитые руин-бары. И начнем мы с основных точек, которые, как мне кажется, должен увидеть каждый, кто приезжает в Будапешт. Первая наша локация – это, конечно же, здание парламента. И это, пожалуй, самое красивое здание парламента, которое я когда-либо видела. Несколько интересных фактов. Архитектор полностью ослеп перед завершением строительства и умер за 5 недель до открытия здания. По длине всех лестниц внутри можно пройти почти 20 километров, а высота купола ровно 96 метров. Главная лестница имеет 96 ступеней. Это отсылка к 896 году, дате прибытия мадьяр в Карпатский бассейн. Все, пару слов про парламент. Очень красиво. Я много чего красивого видела, но это действительно достойно. А ночью оно прям так красиво подсвечивается. И все, что здесь на реке, тоже красиво подсвечивается. Обычно здесь плавают кораблики, но я так понимаю, что они только на ночные покатушки выезжают, потому что пока ничего по реке не плывет. А мы пойдем пока дальше, исследовать город, искать новые красивые места и все, снимать. Базилика святого Иштвана. Здесь хранится правая рука святого Иштвана. Да-да, настоящая, мумифицированная с XI века. Чтобы попасть внутрь, даже в несезон нужно отстоять немаленькую очередь. Поэтому, если вы хотите попасть внутрь и не стоять долго в очереди, лучше всего покупать билеты онлайн. Следующая наша точка – это знаменитые купальни Сечени. Вход стоит за стандартный визит примерно 40 евро на человека. Но если вы хотите чего-то необычного, то в купальнях есть уникальная процедура – пивное спа, где вы можете искупаться в термальной воде с добавлением хмеля, солода и пивных дрожжей, и при этом пить неограниченное количество холодного пива. Сеанс длится 45 минут и стоит около 111 евро. Процедура настолько популярная, что бронирование заполняется быстро, и билеты на месте не продаются. Далее мы переходим в рыбацкий бастион. Несмотря на название бастион, это сооружение никогда не служило оборонительным целям. В отличие от настоящих средневековых крепостных стен, рыбацкий бастион был построен исключительно как декоративная смотровая терраса для любования панорамными видами Будапешта. И в завершении необходимо увидеть, конечно же, ночной Будапешт с Дуная. Мы в большинстве гуляли только по ночному Будапешту, потому что днем работали. И самое главное – это одеваться потеплее, особенно если вы приехали осенью, так же, как и мы. А если у вас останется время и силы, то вот вам моя рекомендация. Сходите обязательно в музей музыки. Во-первых, само здание очень красивое и находится в парке, в котором можно погулять после. А во-вторых, интерактивная выставка действительно очень интересная, понравится и взрослым, и детям.
Чего не могу сказать про музей света. Видимо, я не сильно понимаю современное искусство, но второй раз я бы не стала тратить время на него. Также важно просто гулять по городу, наслаждаться этим временем, заглядывать в каждый уголочек, и, возможно, вы найдете что-то интересное для себя. Появилась мысль рассказать вам, что и люблю, и не люблю приезжать в города вне сезон. То есть сейчас достаточно прохладно, но лето уже закончилось. И в целом, мне кажется, это самое комфортное время, когда нужно и можно приезжать в европейские города, потому что народа вообще немного, спокойно ходишь по улицам, все смотришь, немножко утепляешься и как бы радуешься жизни. У нас было похоже, что мы были в Барселоне, мы были в апреле, и я не понимала людей, которые говорят, что, боже, вообще ужас не пройти в Барселоне, потому что мы гуляли вообще спокойно, без людей, по свободным улицам. Все было шикарно. Потом все летом приехали, и начался разгар. Вот, поэтому ловите лайфхак, едьте вне сезон, и цены дешевле, и людей на улицах меньше. Так, еще хочу вам рассказать свою очень интересную традицию. Я, когда приезжаю в разные города и страны, люблю покупать открытки и отправлять их домой. Я это уже делаю лет 5. И это очень классно, потому что были моменты, когда открытка приходила домой позже, чем я условно туда приезжала. Ну и мама с папой радуются, и вообще все это очень миленько. Поэтому объявляю интерактив. Пишем комментарии под этим видео, ставим лайк. Желательно еще можете рассказать своим друзьям, что появилась такая Ангелина. Я вам отправлю из следующего города открытку. Напишу вам, свяжусь, как ее куда отправить. И будет вам такой небольшой презент от меня, и мне приятно. Так, а еще сегодня празднуют Октоберфест, поэтому, конечно же, мы туда идем. Сейчас посмотрим, что там. Вроде пока свободно, даже есть места. А теперь самое главное – это еда. Без нее знакомство с Будапештом просто невозможно. Начнем с 2 мест, которые нельзя пропустить. Первое – это легендарное Нью-Йорк кафе. Кафе получило свое название от американской страховой компании New York Life Insurance Company, для которой было построено здание под названием New York Palace. И именно на 1-м этаже этого дворца и открыли знаменитое кафе. Говорят, кухня там так себе, но, честно, идти туда нужно ради атмосферы. Утром туда выстраиваются очереди, но вечером туда попасть намного проще. Мы пришли около 9 вечера и уже через несколько минут сидели за столиком. Второе место – это ресторан «Париж». И это не просто ресторан, а настоящее произведение искусства. Ну все, с мрамором и позолотой мы закончили. Теперь пора возвращаться к настоящей венгерской кухне. И если вы в Венгрии, обязательно попробуйте гуляш, паприкаш и, конечно же, лангасы. Лангасы – это горячая лепешка из дрожжевого теста, обжаренная во фритюре до золотистой корочки. Чаще всего ее подают со сметаной или тертым сыром, но есть варианты и с чесночным соусом, ветчиной или даже сладкие версии. Простое блюдо, но нереально вкусное. Теперь давайте окунемся в ночную жизнь Будапешта. Руин-бары – это визитная карточка города, и все началось в 2000-х, когда старые дома еврейского квартала стояли в разрухе. Молодежь арендовала их за копейки, приносила старую мебель, украшала стены граффити, и так на свет появились культовые бары с неповторимым андеграундным шармом.
Стимплагерт — это самый известный из них. Если увидите очередь, не пугайтесь. Внутри огромное пространство, где хватит места всем. А вот Скендес — это его противоположность. Небольшой, тихий, напоминающий склад забытых вещей в интерьерах старой Австро-Венгрии. Между колонн и старинных окон часто проходят лайв-концерты местных музыкантов. Идеально для уютного вечера с бокалом вина. Пожалуй, на этом все. Делитесь в комментариях своими любимыми местами в Будапеште. Возможно, я много пропустила. А я, как всегда, побежала собирать чемоданы. Всем пока и до новых путешествий!